Когда у нас была презентация альбома, у нас на разогреве выступали на тот момент известные группы, такие как «Красные зори» и Джон Плат. И мы начнем с 8 минут ожидания. Тогда мы позвали на разогрев, ну, разогрев, так должно быть, как бы мы супергруппа, и нас разогревают наши друзья. Группа такая была феминистская, феминистка там пела, Аня Терешкина, вот. Она сейчас, по-моему, уже не поет или поет, не помню. Она сейчас художница знаменитая. Да-да-да, Терешкина. Она про Маркса что-то и феминизм пела. Скрещивала марксизм с феминизмом. Ну, в общем, было очень много классных людей. И очень какая-то, ну, такая настоящая атмосфера, которая не всегда... Ну, на тот момент мы уже не всегда ее встречали на разных концертах, а тут все было очень как-то живо и вот по-настоящему. Но я, правда, не могу ничего сказать, потому что я суетилась, я открывала двери гостям тогда, и это было как бы такое... Их выступление вообще практически прошло по касательной. Но, как и многое другое, на открытии это было, столько было суеты, что как бы это было невозможно. Ну, все бесконечно курили, и еще это такое самое странное воспоминание, когда окунаешься в этот дым, и немножко для того, чтобы петь в этом, надо стать дымом. Группа «Красные зори» тогда была очень популярной. Их все время звали на разные события, феминистические концерты, выставки феминистского искусства. И мы грамотно поняли на тот момент, что это сотрудничество будет продуктивным. Потому что они привнесли к нам на концерт часть своей аудитории. Я куплю тебе пистолет, чтобы стрелять по консервным банкам. Выйдем из дома туда, где нас нет. Снимать сторис в ближайшем парке. Была толпа народа, просто туда полгорода пришло неожиданно. Хотя это тоже было новое место, о котором никто тогда не знал. Но, видимо, всем надоели уже старые места. Ну, обычно я вот перед концертами раньше переживала, что что-нибудь там, что звук будет плохой, что со звукорежиссером опять придется ругаться, и что там что-нибудь отвалится. А здесь как-то, ну, как-то было очень здорово, и все удалось там как-то сразу настроить. И технопоэзия очень помогала тоже настраивать звук, потому что там все... Ну, помещение в тот момент было еще очень сырое, и там было немного сложновато как бы с этим разобраться. Они подошли и сказали, что они хотят, чтобы я сделала им тоже видеоподложку для выступления. И я достала архив каких-то своих старых фотографий, и мы совместно выбрали эти фотографии. Да, я помню, там был снимок из дома в моей деревне. Там стояла такая печка. И еще был снимок, где старые портреты. И это еще тогда на пленку снимали. И такие какие-то композиции. В общем, было так очень соответствующее их текстам. У нас была плохо отработанная песня «Землеройка». Вот за нее мы очень переживали, да. Ну да, мы ее как-то очень быстро подготовили и решили, что попробуем сыграть. Мы и состряпали за несколько дней до концерта. Мне нравится быть девочкой, но лучше быть землеройкой. Кто родился в перестройку, тот навеки там остался. Нравится быть девочкой, которой под водой так мало воздуха. Все жмет, а наверху никто не ждет. Уже поздно. Мне очень понравилась их песня про землеройку. Я помню, еще тогда после выступления к ним подошел, сказал, точнее даже взял с них обещание, что я сделаю ремикс на эту песню, когда они ее запишут.
Я еще вспомнила, что там в 4413 там на колонке такая была штучка, которая переключала вверх высокие, низкие частоты. Она все время отваливалась и дребезжала. И очень был классный звук. Мы еще бесконечно ходили с этими рекордерами и записывали все подряд. Стиральную машину мою, потом как паркет скрипит, как... Что там еще было? Микроволновка пищит, Угу. кастрюлька кипит. Репетировали, конечно. Мы Ну всегда да. репетируем. 2 раза в неделю. Среда, суббота. Нет, среда, воскресенье. Ну, как получится. Ну, то чаще, то реже. Ну, когда там... Ну, у нас еще тогда там не было ни студии, ничего такого. То есть мы репетировали просто дома. Да. Приходили друг к другу домой. Вначале целый час пили чай или кофе. А потом, наконец, думали, что мы сегодня можем поделать. Ну, сейчас, в принципе, тоже много времени уходит на всякие звуковые штуки. Ну, сейчас это наша постоянная деятельность, а тогда нам приходилось еще работать на работах, чтобы заработать на хлебушек На микрофончик. и микрофончик. Да, и что, они зажгли огонек в глазах других людей, зажгли надежду, и мы на этой надежде, на этой субверсивной практике как-то выросли, что ли. А ты помнишь еще, что в 2019-м большинство звукорежиссеров были мужчины? А, ну да, было Это вот такое. очень странно. И часто приходилось ругаться, я помню. А потом звукорежиссура вошла в список запрещенных для мужчин профессий.